Солнце медленно заходило за горизонт, окрашивая небо окрик теплыми оранжевыми тонами. Алекс Томпсон шел по известной лесной тропе после дня работы в своей автомастерской. Прохладный осенний ветер шептал среди листьев столетних дубов. Вечерняя тишина нарушалась только звуком его шагов по опавшей листве. Алекс обычно выбирал этот путь, чтобы отвлечься от городской суеты. Однако в тот день он почувствовал необычное беспокойство. Даже облака на небе принимали странные формы, а птицы летали низко над землей. Ветер поднимался и приносил с собой неизвестные запахи. Алекс заметил, что животные в лесу вели себя странно. Белки быстро убегали, когда он подходил, а встреченный на тропе олень замер на месте. Даже вороны в деревьях замолчали. В воздухе чувствовалось напряжение, и вдруг издалека донесся странный звук, похожий на стон. Алекс остановился и прислушался. Звук повторился, на этот раз ближе. От холода мурашки пробежали по его спине. Что-то подсказывало ему, что этот звук не принадлежит обычным обитателям леса. Густая листва деревьев едва пропускала последние лучи заходящего солнца. Тени становились все длиннее и гуще. Каждый куст, каждое дерево принимали зловещие формы. Алекс ускорил шаг, стараясь держаться за знакомую тропу. Внезапный порыв ветра принес запах, который казался совершенно чужим для этого леса. Тяжелый, животный запах, напоминающий запах зоопарка. Алекс почувствовал, как волосы встали дыбом на затылке. Что-то странное и даже зловещее происходило в этом лесу. Впереди мелькнула тень, слишком большая для местных животных, медленно двигавшаяся, как раненое существо. Алекс замедлил шаг и посмотрел в сторону тусклого света. Сердце бешено колотилось в груди, руки потели от тревоги, сухие листья под его ногами предательски хрустели при каждом шаге. Алекс пытался идти как можно тише. Вблизи что-то треснуло, мужчина резко повернул голову в сторону звука. В сумерках все казалось искаженным и нереальным. Низкие облака блокировали последние лучи солнца, лес становился еще темнее. Алекс достал телефон, чтобы включить фонарик, но экран не показывал никакого сигнала. Это было странно, обычно связь здесь работала хорошо. Новый звук заставил его вздрогнуть. Это было как тяжелое и затрудненное дыхание большого животного. Звук приближался. Алекс почувствовал мурашки, все его тело напряглось от чувства опасности. В темноте что-то блестело, похоже на отражение больших глаз. Алекс застыл, почувствовав, как ноги вминаются в землю. Существо в темноте также остановилось. Оно было огромным. Алекс пытался успокоить дыхание, его разум отказывался верить тому, что видели глаза. В просвете между деревьями он мог различить силуэт, который не мог принадлежать никакому животному из этой местности. Это было что-то гораздо большее и опаснее. Существо сделало шаг вперед. Свет луны, пробивающийся сквозь облака, осветил огромную голову с густой гривой. Сердце Алекса выскочило из груди. Перед ним стоял настоящий африканский лев, находящийся посреди лесов Гомен. Его первым инстинктом было бежать. Алекс медленно отступил. Его мышцы напряглись, готовясь к резкому движению, но что-то в поведении льва остановило его. Хищник не казался агрессивным. Наоборот, казался измученным и слабым. Лев шатался, как будто ему трудно было удержаться на ногах. Его шерсть была грязной и спутанной. Ребра четко просматривались под кожей. На его боку были видны старые шрамы. Было ясно, что это не дикий животный, а пленник кого-то, кто сумел сбежать. Алёх увидел на шее льва изношенный ошейник. Металл слабо блестел при тусклом свете. Старый ошейник вокруг шеи льва указывал на то, что этот хищник был в неволе долгое время. Но как он оказался здесь, посреди природы, далеко от людей?
Животное издало тихий стон. В его глазах была боль и усталость. Алекс почувствовал, что его страх сменился сочувствием. Перед ним не было страшного хищника, а страдающее животное, нуждающееся в помощи. Алекс медленно снял рюкзак, стараясь не делать резких движений. Естественный страх перед огромным хищником овладел всем его телом. Лев наблюдал за каждым движением человека. Глаза янтарного цвета животного отражали осторожность. В его рюкзаке был бутерброд с индейкой, который Алекс не смог съесть на обед. Он аккуратно достал его, разворачивая шуршащую бумагу. Запах еды заставил его поднять голову. В его глазах появился блеск интереса. С дрожащими руками Алекс разделил бутерброд на куски, положил самый большой кусок на землю и медленно отступил. Сердце колотилось так сильно, что казалось, будто оно выскочит из груди. Лев обнюхал пищу, движения хищника были медленными и осторожными. Он подошел к подношению, постоянно глядя на Алекса. Голод победил страх, и лев быстро проглотил предложенную еду. На его лице было почти умоляющее выражение. Тогда Алекс достал бутылку воды, открутив крышку, и наполнил ее водой. Человек снова отступил. Лев выпил всю воду с жадностью, его язык быстро облизывал каждую каплю. После еды и воды произошло заметное изменение в поведении льва, его взгляд стал более сосредоточенным, напряжение его мощного тела немного ослабло. Он сделал несколько шагов в сторону, как приглашая Алекса последовать за собой. Алекс знал, что нужно отвезти льва к ветеринару. В городе была современная клиника, которая могла помочь животному. Он пытался направить льва к городу, но животное настойчиво двигалось в противоположном направлении. Сдерживая новую волну паники, Алекс решил следовать за животным. Густые кустарники казались непроходимыми в нарастающей темноте. Лев уверенно шел, часто оглядываясь на Алекса. В его глазах была странная решимость. Было ясно, что он знал, куда идет, и что хотел показать что-то человеку. Сумерки становились все глубже, Алекс спотыкался о корни деревьев и едва различал дорогу. Лев шел медленно, будто адаптировал свой шаг под его. Иногда останавливался, ждет, пока Алекс преодолевает особенно сложные участки тропы. Они шли уже около получаса, и лес постепенно прояснялся. Между деревьями начал просачиваться странный запах, смесь металла, старой соломы и чего-то похожего на животное. У Алекса нарастало беспокойство. Он чувствовал, что они приближаются к ответу на вопрос, как лев оказался в местном лесу. Вдруг лес расступился, открыв старую грунтовую дорогу. Ели, заросшие высокой травой, едва были видны в сумерках. Воздух здесь был другой, тяжелой смесью неизвестных запахов. Алекс остановился, пытаясь ориентироваться. Луна вышла из-за облаков и осветила призрачным светом заброшенную зону. В сумраке можно было различить контуры разрушенных зданий, старые, выцветшие и порванные плакаты флагами развивались на ветру. Металлические конструкции зловеще скрипели. Перед ними был заброшенный цирк. Когда-то яркая и праздничная большая палатка теперь выглядела жалко. Ее выцветшие и порванные брезенты грустно свисали с ржавых столбов. Ветер поднимал с земли куски старых программ. Лев ускорил шаг и направился к зданиям цирка. Его хвост был напряжен, уши прижаты к голове. Алекс следовал за ним, чувствуя, как каждый шаг отзывается в давящей тишине. Под его ногами хрустело разбитое стекло, неприятный запах становился все сильнее. Металлический привкус воздуха теперь смешивался с сильным запахом немытых клеток. Алекс услышал слабые звуки, стоны и скрипы из темноты. Сердце сжалось от страха. Лев остановился перед рядом клеток, частично скрытых в тенях. Его глаза сверкали в темноте, отражая лунный свет. Алекс достал телефон и включил фонарик.
Луч света обнаружил ужасающую картину. В грязных и ржавых клетках животные увядли. Их глаза слабо светились под лучом фонарика. Тигры, такие же изможденные, как и лев, лежали неподвижно, медведи апатично качались, демонстрируя признаки долгого заключения. Обезьяны съеживались в углах своих клеток, отчаянно пытаясь согреться. Алекс медленно прошелся по рядам клеток, освещая каждую из них. Сцена становилась все более ужасающей с каждым шагом. В самом дальнем углу зоны он увидел 2 слонов, прикованных тяжелыми цепями. Их кожа была сухой и потрескавшейся, глаза безжизненны. Было ясно, что владельцы цирка бросили животных на произвол судьбы. Клетки были грязными, без еды и воды. Некоторые животные казались больными, другие настолько слабы, что едва могли двигаться. Лев привел его сюда по какой-то причине, искал помощи не только для себя. В тот момент лев издал тихий рык, как будто подтверждая мысли Алекса. Его взгляд был полон молчаливой просьбой. Он выполнил свою миссию, привел человека к его страдающим товарищам, теперь все зависело от Алекса. Алекс быстро достал телефон, его руки дрожали от волнения и гнева, к счастью, здесь была слабая связь. Он набрал номер службы спасения, стараясь говорить четко и спокойно. Оператор внимательно слушал его сбивчивую историю о заброшенном цирке и заброшенных животных, давая координаты места. Слабый стон из самой дальней клетки заставил его содрогнуться. Тигрица пыталась встать, но не могла удержаться. Алекс знал, что многим животным нужна срочная помощь. Каждая минута задержки могла стоить им жизни. В ожидании спасателей он решил осмотреть местность. В комнате для обслуживания он нашел остатки еды и несколько бочонков с водой. Алекс начал систематически обходить каждую клетку, давая животным воду, и остатки еды некоторые были так слабы, что едва могли есть. После того, как показалось, что прошли часы, но на самом деле это было всего лишь 2, вдали послышался шум приближающихся транспортных средств. Фары прорезали темноту. Полицейские, ветеринары и сотрудники службы спасения животных прибыли на место. Мощные прожекторы осветили территорию цирка, раскрыв всю масштаб трагедии. Операция по спасению началась немедленно. Ветеринары в защитных костюмах вошли в клетки, чтобы осмотреть животных. Многим нужно было срочное лечение. Были установлены капельницы с питательными веществами на месте. Спасатели работали с гидравлическим инструментом, разрезая заржавевшие замки клеток. Особенно сложно было обращаться со слонами. Цепи глубоко вросли в их кожу, вызывая болезненные раны. Для освобождения этих гигантов потребовалось специальное оборудование. Ветеринары немедленно начали лечить их раны, пока готовился транспорт для их перевозки. В офисе цирка полиция нашла документы, которые пролили свет на ситуацию. Владельцы, столкнувшиеся с серьезными финансовыми проблемами, решили закрыть цирк, однако вместо того, чтобы убедиться, что животные получат должный уход. Они просто забрали все деньги и исчезли, оставив своих подопечных умирать медленно. Документы были полны нарушений: поддельные ветеринарные сертификаты, фальсифицированные финансовые отчеты и отсутствие необходимых разрешений. Владельцы сокращали расходы на все, от еды до медицинской помощи, и животные долгое время жили в неприемлемых условиях. Операция по спасению длилась всю ночь. Специализированные грузовики с ветеринарными командами транспортировали животных одного за другим в реабилитационные центры. Некоторых пришлось перевозить на носилках, так как они были слишком слабы, чтобы идти самостоятельно. На рассвете территория опустела, остались только пустые клетки, немые свидетели человеческой жестокости. Лев, который привел Алекса к цирку, оказался бывшей звездой арены по имени Кинг. Он был единственным, кому удалось сбежать из клетки чисто случайно и который встретил доброго Алекса в лесу. Теперь хищнику предстояло долгое восстановление перед тем, как начать новую жизнь в просторном заповеднике.
На следующей неделе всех животных поместили в специализированные реабилитационные центры. Каждый из них получил необходимую медицинскую помощь. Постепенно они начали восстанавливаться после лечения и были отправлены в заповедники и зоопарки по всей стране, где для них создали подходящие условия. Владельцев цирка поймали через месяц в маленьком городе в Мексике с большой суммой денег. Их вскоре привлекли к суду по всем статьям, и жесткий приговор за жестокое обращение с животными и мошенничество послал ясный сигнал всей индустрии. Это дело привело к масштабному расследованию, в результате которого была обнаружена целая сеть нелегальных цирков, где систематически нарушались нормы благополучия животных. В стране начались инспекции передвижных цирков. Власти ужесточили требования к условиям содержания животных и усилили контроль за соблюдением нормативов. История спасения животных получила широкое внимание в прессе. Местные и национальные телеканалы транслировали репортажи с места событий. Газеты писали о героическом поступке Алекса. Благодаря его решительным действиям более 30 животных были спасены от медленной смерти. В своем родном городе люди начали узнавать Алекса на улице, подходили к нему, чтобы пожать руку и выразить свое восхищение его храбростью. Мэр города вручил ему почетную грамоту, а Общество защиты животных присудило ему специальную награду за мужество и сострадание. Кинг, тот самый лев, прошел длительный курс реабилитации и был перевезен в большой заповедник в Техасе. Год спустя Алекс получил письмо из заповедника с фотографиями, на которых Кинг выглядел полностью преобразившимся, здоровым и крепким, его шерсть снова стала густой и красивой, и его глаза сверкали, как у свободного животного. Увидев эти фотографии, Алекс понял, что его решение следовать за львом тем вечером было правильным. Несмотря на страх и неопределенность, он доверился своему сердцу, и это спасло множество жизней.